Привет, мои дорогие! Хочу посмотреть по существу в эту минуту и в эту секунду, что он действительно думает о вас. Делаю, что делаю, большего не требую. Ключ в замок, колдунам хода нет. Итак, в эту минуту и в эту секунду, когда вы нашли расклад, что загаданный вами человек думает о вас. Пусть этот свет прольет правду на вашу ситуацию. Что действительно загаданный человек думает о вас. Мужчина, может быть, его планы на вас в эту минуту и в эту секунду. Что он думает о вас. Знаете, на каких картах я буду смотреть? Вот эти карты именно правдивые касательно, видите, факел здесь у нее. Факел. Показывает правду, открывает. Что на дне колоды у нас была девятка чаш. Ну, вообще-то любит. Вообще-то на дне колоды карта полной любви. Это 100% любит. 100%. Не просто вы там не безразличны, а что он в эту минуту, в эту секунду, но он любит вас. Он, может, скучает, если вы в разлуке, но 100% что любит. Итак, я карты готовлю, подснимаю от себя, потому что для вас делаю. И сегодня будет вот так, смотрите, видите? Вот перед вами все карты, я буду брать прямо перед вами, как обычно я делаю. Я всегда правдиво смотрю. Кто меня не знает, я Лена, Ванкувер, Канада. Привет-привет. И в эту минуту и в эту секунду, что он думает о вас. Я вижу, что некоторые из вас поссорились. Это карта ссор, конфликтов, неприятных разговоров, противостояния какого-то. Но птица говорит, что каждый хотел, чтобы его услышали. И по какой-то непонятной причине, но эта причина может быть вам непонятна, но высшим силам-то она понятна. Эта причина, как обычно у нас третьи лица или обстоятельства, связанные с влиянием других людей. Но кто-то вас хотел поссорить. Кому-то это было выгодно. Ну вот он сейчас переживает, потому что меч это он считает, что он не прав, скорее всего, переживает. В эту секунду, в эту минуту, что он думает о вас? Ну, говорит, любимая. Ну, как-то вас ласково называет, потому что здесь королева чаш, конечно, это любимая женщина. Он вас ласково называет с любовью, заботой, хочет сказать, что я был неправ, был такой дурак, такой болван. Вот этот расклад такой, да, болван был. Вот так, в эту минуту, в эту секунду. Он хочет встретиться, он может намекает уже, может уже пишет просто сейчас, вот после этого видео он точно напишет, даст о себе знать. Это карта силы. Жезлы – это страсть. Страсть, желание вас увидеть, желание быть с вами, это желание вас обнять. Вообще он хочет, чтобы вы его простили. Это карта примирения, конечно. Ищет повод, чтобы вам написать. Как бы незаметно, как бы тогда повод ищет. Может, тоже смотрит расклад, кстати, по четверке жезлов. Что он думает о вас. Потом еще чувства посмотрим и действия. Опять вышла та же самая карта. Это девятка чаш. Любит, страстно желает встретиться. Хочет пригласить вас в кафе, в ресторан. Хочет обрадовать каким-то подарком. Хочет обрадовать вас. Вы знаете, тоже хочет показать на деле, что он вас любит. Подарки же это хорошо, когда человек дарит подарки, он хочет показать, что вы для него важная, любимая. Может, новый хочет этап начинать с вами, когда вы уже вместе живете, потому что здесь какой-то домашний очаг, да? Вот, когда уже вместе у вас и один быт, один уклад домашний, одна спальня, одна кухня, в общем, все на двоих. Какие-то явства здесь. Но это сладость, это фрукты. Это сладость. Так что он хочет, чтобы вы обрадовались. Теперь чувства смотрим, его чувства. Это паж жезлов. Новые чувства какие-то, поиск. Он хочет по-новому, может быть, вы ему сказали, что он не умеет себя вести там в спальне, или он
Вот что-то в нем плюс, а что-то и минус. Может, вы ему показали, он пытается себя сейчас как-то улучшить, да, чтобы вам соответствовать, потому что пажи — это те, которые ищут решения, конечно. Жезл — это страсть, это энергия. Вот, может, он поправляется, паж жезлов, если он болел, поправляется, или у него какие-то, может, были неприятности, он сейчас хлопочет, чтобы что-то решить, заботится о чем-то, ищет выход из какого-то положения. Но чувства у него такие живые, пажи — это живые чувства, такие энергичные, то есть скучает. Еще чувства, я по 3 карты буду брать чувства, а потом еще 3 карты действия. Ну, рыцарь, это может быть новый знакомый у кого-то, который желает с вами или познакомиться, или признаться в любви. Это вот за добычей едет, может, где-то он зарабатывает сейчас, или в командировке, ищет, как вам доставить удовольствие, купить подарок, потому что Пентакли — это заработок, может быть, ищет лучшую работу, чтобы устроить какие-то ваши бытовые неурядицы, проблемы, все уладить. В общем, чувства у него рыцарские, хочет вам помочь, хочет доказать на деле свою любовь. Это рыцарские чувства, благородные, можно сказать, да. Его чувства, еще одну карту возьмем. Лучше вот этой карты нет для длительных отношений, потому что если 10 чаш там эмоций, то 10 пентаклей — это достаток. Это когда уже есть, вот как я говорю, домашний очаг общий там быт общий, и когда есть доверие, собака доверие, когда есть резонация поколений, когда уже его мать и ваша мать или приняли вас, или наконец смирились уже и больше не мешают вам жить. Ну, вот видите, вы здесь в обнимку, у вас дом, квартира общий, дом, квартира вдалеке. Когда у вас все хорошо, у кого-то пополнение, потомство, ну, в общем, это что-то очень приятное. Это, знаете, стабильность в отношениях. Он хотел бы, чтобы так было. Если пока еще так нет, то ждите, так обязательно будет. А теперь посмотрю его действия. Ну, мы, в общем-то, по чувствам уже определили много, да. Но это, конечно, это самая эзотерическая карта в колоде. Это когда ангелы, ваши предки, все заодно, чтобы вам помочь, потому что 8 жезлов — это когда земное притяжение идет, то есть вы друг к другу притягиваетесь, нет никаких кармических узлов, это страсть обоюдная, это обоюдное желание быть вместе, это обоюдная радость, в общем, это очень хорошая карта. Так что здесь все идет своим чередом, все идет по плану, и вы будете вместе, потому что земное притяжение, ничего нет сильнее. Здесь вы будете точно вместе. Есть сила, которая вас держит. Вы не случайно встретились, вы обязательно будете вместе, обязательно будете счастливы. Я сейчас возьму еще 3-ю карту на действие, потом еще совет. Вот у меня песочные часы, ровно 8 минут, да, такие. Хорошо, долго идут, это хорошо. Вот, ну, в общем, карты все уже открыли, поэтому я еще возьму одну карту на действие, потом на совет. Это карта карма, написано здесь, да, на самом деле это очень хорошая карта, это чистая карма. Потому что карта суд или страшный суд по-русски — это намек на откровение от Иоанна, где чистая карма, то есть придет второе пришествие Творца, да, ну, как Христа. Здесь намек на Библию, но это не говорит, что это не библейский сюжет, нет. Но намек, что вот как Библия объясняет бытовые условия, ситуацию бытовую. И если были какие-то кармические узлы с мужчиной, если вы с мужчиной ссорились или не понимали друг друга, или у вас была любовь на расстоянии, или же любовь с препятствиями, когда вмешивались третьи лица, обстоятельства, когда вам не везло, или у вас было безденежье, и с мужчиной ссорились. Часто ссоры от того, что кармический узел есть. То есть, когда, ну вот, вам вроде и суждено быть вместе, вроде и вы понимаете, что вы друг без друга не можете, но идут ссоры, потому что нет вот понимания, тяжесть какая-то, сложно договориться, сложно понять друг друга, такая любовь, ненависть, да, такая была. У вас, может быть, это в этих отношениях или в прошлых такое. И карта кармы часто показывает архангела как раз Михаила, который
облегчает карму, да, вот, и, ну, в христианской традиции это вот метафора архангела Михаила, это Христос, который облегчает карму, который снимает грехи, да, вот, и архангел Михаил только, или Христос, вот как у нас в нашей традиции, или король Артур в северных народах, это вот такой спаситель, который разбивает кармические узлы. И вот сейчас разбиваются ваши кармические узлы. Если с мужчиной были кармические отношения, потому что вы друг друга долго не понимали или долго шли к отношениям, потому что было много помех, кому-то было выгодно вам мешать, кому-то выгодно было препятствовать вашим отношениям. А часто даже невыгодно. Как, например, его мать, ваша мать, это часто эти люди не знают сами, что делают. Вот. И да, ну, конечно, иногда показывают, потому что карма – это полнолуние, видите? Это тоже материнское влияние. А материнское влияние часто негативное, к сожалению. Потому что там слишком большой эмоциональный заряд у матери с детьми. Когда дети взрослые, мать все равно продолжает на них смотреть, как на своих детей. Это может быть дети тоже, влияние детей. Если дети уже вырастают, они, да, есть тенденция портить настроение, мягко сказано, да. То есть карма. Тяжелые какие-то испытания пришлось вашей паре пережить. Но 20-й аркан – это 2 раза вот по единице вот так, да. Потому что когда 2 единицы, они шаткие. А когда перекрещены, это судьбы перекрещенные. Это судьбоносная карта. Вы друг другу по судьбе. И 20-й аркан – это вы крепко стоите на том, что вы друг другу по судьбе, и ничто не сможет вас, конечно, разлучить. Никакие другие лица, ничто. Потому что карма у вас теперь чистая, и все кармические узлы развязаны, полностью развязаны. Вот так здесь. Еще посмотрим советы. Вот смотрите, 9 меча. Мечи – это проблемы, а 9 – это окончание. У вас закончились проблемы, но вы еще как-то привыкли, что ли, переживать, или привыкли себя чувствовать жертвой, или привыкли защищаться перед врагами, там, доказывать им, что они неправы и так далее. Ну, страдания закончились. Карта Солнца. Это, конечно, радость в отношениях, это когда есть четкое взаимопонимание, когда нет вообще врагов в ваших отношениях, обстоятельства все будут, как бы, знаете, опять же приведу Библию, как вот Иоанн Креститель, он приготовил светлую дорогу для того, кто придет за ним. Так и у вас за всеми этими страданиями, переживаниями, вот за этим всем вот этим приходит светлая дорога. Потому что Солнце, оно, во-первых, убирает весь негатив. Солнце выжигает негатив. Это самый мощный защитный элемент вообще в нашей Солнечной системе. Выжигает весь негатив. И у вас вот эта лошадь, это, конечно, ваши мечты, которые исполняются, и 2 ваши судьбы. Видите, здесь по солнухе. Это 2 ваши судьбы, связанные навеки. И ничто не может вас разлучить. Это когда уже небеса сказали, что да, эта пара должна быть вместе. То есть здесь вот прояснение пути. Это мужская карта. Это, кстати, для девочек, которые смотрят на, может, новые отношения. Вот это прекрасное время. Именно то, когда вы нашли расклад, это самое лучшее время встретить новую любовь. Еще берем совет. По карте 2 меча, так вы себя, может, чувствуете. Вот вам расклад одно показывает, но вы привыкли видеть негатив, да, потому что, может, вам долго не везло. Или вам встречались предатели, которые вас обижали или же унижали. И вы привыкли, что вам не везет. Поэтому вы ни одному слову высших сил не верите. Кстати, хочу сказать, что я не 7 пядей во лбу, я просто проводник. Я читаю каналы карт. Четко то, что вижу, очень прямо читаю. Поэтому здесь не во мне дело. А здесь дело в том, что вы не слушаете высшие силы, потому что вы боитесь начинать новые отношения. Это вот у нас, видите, карта написана, это старая луна. Это, то есть, прямо вот старая луна. Вы боитесь, вы держитесь старого. А в старом только есть страх, в старом нет жизни, да. Вы видите врагов, но даже если они есть, так что делать? Ну,
Почему нужно им поддаваться? Потому что Солнце выжигает всех врагов. Еще совет. Но есть мужчина, который будет стоять за вас, который победит, который вас добьется. Потому что паж — это тот, который уже, может, знает вас, следит за вами, вас добьется. Или если вы ссорились, то он уже понял, что он не прав. Ну, это поиск примирения, конечно. Пажи — это поиск. Ну, а мечи — это проблемы, которые он хочет убрать, препятствия, которые он хочет смести с вашего пути. И пустые хлопоты врагов, видите, вот это вот именно в такой паре пустые хлопоты врагов. Паж пиковый — это всегда пустые хлопоты, и двойка пиковая — это, конечно, те, кто были врагами, это их пустые хлопоты. Возьмем еще совет, ну, что мне уже выйти, время идет к разгадке, и я, знаете как, вот последняя карта, и закончился песок в песочных часах. Да будет так, аминь, я так довольна, что последняя карта и песок закончился, когда у нас кольцо фортуны вышло. Ну вот я говорила о том, что если вы стоите рядом, это как двойка, да, но десятка — это когда вы раз, и вас не разлучить, потому что так вы стоите в шатке, оба можете упасть. Когда вы так соединились, то очень стабильное положение. Здесь стабильность в ресурсах, деньги будет как-то успешнее, удобнее жить, как-то все выровняется, как-то все придет к общему знаменателю, как-то все будет хорошо. Здесь все сезоны, видите? Так что в любой сезон вам этот расклад может помочь, в любой сезон. Летом, весной, зимой или осенью. Когда будете смотреть, тогда и сработает для вас. И эта карта, конечно, благополучия. Это сильная ваша пара, благополучие в вашей паре. Ну, удачи. Отношения ваши не зря. И они, понимаете, Вселенная уже вложилась, чтобы сделать ваши отношения счастливыми. Дело только за вами двумя. Так что не ищите погрешности в друге. Старая луна говорит, кто старое помнит, тому и глаз вон, как говорится, да. Вот. Это счастье, это, конечно, самая лучшая карта. И я бы сказала, вот эти две карты идут вам на талисман оберег здесь. Я талисманы обереги очень давно делаю, с тех карт, что выходят. Мы берем карты, которые будут вам энергию давать. Здесь выздоровление, здесь прекрасный иммунитет, это солнце. Выздоровление в отношениях и физическое здоровье. Но а пентакли, конечно, в колесе фортуны зашифрованы, это значит успех. Или наследство, или деньги, или хорошая зарплата. Но, знаете, деньги помогают. Помогают, потому что тогда веселее жить с деньгами. У вас будут деньги в вашей паре. Такой расклад, мои дорогие. Желаю вам счастья, обнимашки из Ванкувера, Канада. Привет-привет. Подписывайтесь, потому что здесь все для вас. Это полезное видео для вас. И я вас верю. Я верю, что вы будете счастливы. Поддержите мои начинания, верить в вас и пальчик вверх, то есть сами себя поддержите. И знаю точно, что наша дружба, она помогает вам, это точно, потому что вы здесь отдыхаете, видите свой путь. В общем, полезное видео. Я надеюсь, а если не полезное, то напишите в комментариях, может что-то не так, то я буду лучше делать. И прошу прощения, если что не так. С любовью к вам, ваша Лена. Медвежьи обнимашки. Пока-пока, мои дорогие.